Привет! Как ты, наверное, уже понял по названию данного видеоролика, сегодня речь пойдет о новинке от компании QCY, модели T4. Вот в таком компактном кейсе они поставляются, для них есть специальное приложение, с помощью которого можно не только отстроить звук, там есть встроенный эквалайзер, но и также настроить под себя и управление. В общем, если тебе стало интересно, то смотри этот ролик до конца, сейчас я тебе все расскажу. Итак, QCY T4. Эта модель наушников почему-то вышла позже пятой, обзор на которую я выпускал еще в декабре 2019 года. Но после множества роликов про беспроводные наушники из Поднебесной на своем канале, я уже перестал искать логику в нейминге и нумерациях моделей от различных производителей. QCY в этом плане исключением также не стали. Если быть точным, то где-то месяц назад на просторах Алиэкспресса появилась четвертая модель этой линейки, которую я и заказал. Надо отдать должное, что при нынешней ситуации с карантином, закрытием границ и прочими последствиями пандемии, наушники приехали довольно быстро. На все про все ушло 19 дней с момента заказа. Вот кому-кому, а Трансмартам точно следовало бы поучиться выстраивать логистику, как у QCY. В общем, с виду ничем не примечательные наушники снова смогли меня удивить. Зацепило в первую очередь наличие отдельного приложения, но до него мы еще доберемся. Единственное, забегая немного вперед, отмечу, что оно еще пока сыровато. Тем не менее, плюсик за старание ребятам из QCY за это приложение я все же поставил. А вот за что точно хвалить не буду, так это за micro-USB интерфейс. На дворе 2020 год, а на манеже все те же. В новых наушниках уже хочется видеть Type-C разъем для зарядки, но увы, здесь все по старинке. Кейс выполнен в лучших традициях QCY, это черный матовый пластик, тот, что они используют во всех своих моделях. Кстати говоря, мой кейс от T5 уже стал отчасти глянцевым от постоянного ношения в кармане. Скорее всего, с этими наушниками будет точно так же. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. Крышка открывается мягко, хоть и петля тут без доводчика, она не болтается и не люфтит. На нижнем торце кейса указаны краткие технические характеристики, а на передней стороне в середине встроен один светодиодный индикатор. Активируется он лишь в процессе зарядки, все остальное время спит. В кейсе установлен аккумулятор на 380 мАч, и время его полной зарядки от 5-вольтного адаптера составляет порядка 2 часов. Габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 65, 35 и 30 мм соответственно. Теперь переходим к самой гарнитуре. Перед нами уже ставшая классической формы внутриканальных наушников. Никаких конструктивных особенностей здесь нет. На внутренней части расположено два контакта для зарядки и пропечатаны обозначения левого и правого наушника. С внешней стороны имеется по одной физической кнопке управления. Нажимаются они мягко и плавно, и находясь в моих ушах, дискомфорта они не доставляют. В кнопке встроены точечные светодиодные индикаторы состояния. Во время работы они не мигают, а активируются лишь во время сопряжения, поочередно мигая красным и зеленым свечением, а также в момент установки наушников в кейс для зарядки. Ну и уже по старой доброй традиции комплектные амбушюры мне не подошли. Даже самый большой их размер оказался для меня мал. Но к такому повороту событий я уже привык и без труда подобрал подходящие для себя из тех, что уже имеется от других наушников. Думаю, уже не нужно никому пояснять, что в 80% случаев добиться хорошего звука от внутриканальных наушников можно подходящими амбушюрами, и не стоит делать поспешных выводов о звуке, не попробовав все варианты. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 43 мАч, и по заявлению производителя работать от одного заряда они могут 4,5 часа в режиме прослушивания музыки. По факту они разрядились в ноль после 3 часов и 40 минут проигрывания музыки. И тут хотелось бы отметить, что во время этого процесса я постоянно баловался эквалайзером в приложении, пытаясь понять разницу в настройках и звуке. Быть может, это и повлияло на результат. В нижней части каждого из наушников имеется по одному отверстию под микрофон. Но какой звук они выдают, я предлагаю вам сейчас и послушать. Ну что ж, друзья, давайте проверим работу микрофонов в наушниках QCY T4. Вот таким образом они звучат, можете услышать. Вышел сейчас специально на улицу, хоть сегодня и ветерка нет, но погода такая себе. Иногда выпадают какие-то осадки, тем не менее сейчас вышло солнышко, и я решил немножечко свой обзор комнатный разбавить такой вот уличной атмосферой. В общем, судите сами, как они звучат. Напишите, кстати, в комментариях, понравился вам звук с этих наушников или нет. Ну а мы будем продолжать наш обзор.
Но теперь настало время познакомить тебя с приложением, ведь все дальнейшее повествование будет так или иначе связано с ним, начиная с управления функциями мультимедиа и заканчивая самим звуком. Называется приложение, как ни странно, QCY. Его нет в Play Market, но в инструкции к наушникам есть QR-код для его скачивания. Ставится оно без проблем, подробно останавливаться на этом не буду. Я не зря в самом начале похвалил разработчиков за старание, ведь приложение переведено на русский язык. Да, оно пока сыровато, отображение текста частенько выходит за рамки, но я думаю, это вопрос времени. Всплывающая шторка, как было показано на картинках, имеется, но работает как-то несуразно. Больше всего непонятно, почему в ней на картинке отображаются наушники QCY T5, тогда как подключаю я T4. Тем не менее, наушники подключаются без проблем, и уровень заряда в них отображается корректно. Кто бы мог подумать, что за 1700 рублей будет такой функционал. И да, отвечу, наверное, на самый популярный вопрос. QCY T5 с этим приложением не работает. Я проверил. Работать будет только модель T5S, которую я нашел в приложении и который, скорее всего, является улучшенной версией модели T5. Видимо, под них изначально приложение и писалось, оттого в анимации выскакивают именно они. Но пока в продаже T5S я не видел, но может быть на момент, когда вы смотрите это видео, они уже появились. В общем, давайте по порядку. В приложении есть возможность изменить настройки управления наушниками. По умолчанию при однократном нажатии на любую из кнопок можно поставить трек на паузу, либо возобновить прослушивание. При двойном нажатии можно переключать треки. На правом наушнике вперед, на левом назад. Если зажать кнопку на пару секунд, то можно вызвать голосового ассистента Google, Алису или Siri в айфонах. В режиме перенастройки доступна регулировка громкости, и ее можно назначить либо на одно, либо на два нажатия. К сожалению, действий всего два и придется выбирать, ведь тройное нажатие занято по умолчанию активацией игрового режима. И он тут, скажу я вам, работает как надо. Задержки в Call of Duty Mobile я вообще не услышал. Обычно я проверяю на PUBG Mobile, но в этот раз для разнообразия решил протестить колду. На YouTube тоже нет отставаний, ролики идут без проблем, так что смотреть можно без задержек. Лично для меня в этих наушниках была бы идеальной вот такая раскладка по управлению. Одно нажатие play-пауза, два нажатия управления громкостью, зажатие на 1-2 секунды переключение треков. Ассистентом я почти не пользуюсь, так что его бы я отключил. Может быть, со временем разработчики дадут больше возможностей с настройкой управления, но пока только так. Следующий раздел настроек — это звук. По умолчанию наушники играют один в один как модель T5. Как я ни старался, я так и не смог услышать какие-либо отличия. И это я скажу очень даже хорошо, ведь в T5 звук меня порадовал, и судя по многочисленным отзывам под моим обзором, многие в этом плане со мной согласны. Как я уже говорил ранее, чтобы звук стал ярче и насыщенней, нужно просто сменить амбушюры, тогда все встанет на свои места, появится глубокий бас, средние частоты станут отчетливей и верхушки будут звучать как надо. Что до эквалайзера, то наигрался я им вдоволь, попробовал пресеты и сам что-то покрутил. Но есть здесь одна особенность: как только ты начинаешь что-то выкручивать выше среднего, громкость тут же падает. Я допускаю, что это сделано в угоду безопасности ваших ушей, ведь перегрузы по звуку хорошего не принесут, как для слушателя, так и для оборудования, а в нашем случае для наушников. В общем, поиграться можно, быть может, кто-то даже для себя найдет идеальное звучание именно так. Я же себе оставил стартовый пресет, именно с ним наушники звучат максимально громко. Следующий раздел приложения — это поиск наушника. Функция прикольная, и такой я еще ни у кого не встречал. Разумеется, это не поможет, если вы потеряли наушник где-то на улице в людном месте, потому как при активации начинает раздаваться своеобразный сигнал из самих наушников, и услышать его будет довольно непросто. Но вот допустим в таком сценарии, когда вы во сне потеряли наушник где-то в кровати, это поможет ускорить его поиск. Также с помощью данного приложения можно сбросить наушники до заводских настроек или выполнить обновление при его наличии. В общем, если кратко резюмировать, то QCY T4 оказались довольно интересными наушниками, особенно с точки зрения дополнительных функций, реализованных с помощью фирменного приложения. Лично мне понравилось, как они звучат, а также как отрабатывает в них микрофон. Во всем остальном же я очень надеюсь, что производитель не забьет на приложение и будет его развивать. Ну а что вы думаете по этому поводу? Понравились ли вам наушники? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте ставить лайк, если ролик понравился, ведь это поможет ему двигаться дальше. А на сегодня это все. Спасибо вам за просмотр. Желаю всем крепкого здоровья и до встречи в следующих видео. Пока-пока.